Бывают ситуации, которые на первый взгляд могут показаться безвыходными. Например, каково это быть пассажиром падающего самолета, осознавая всю свою беспомощность. Оказывается, даже в самых ужасных условиях есть шанс на спасение. В этой подборке мы расскажем 10 реальных историй чудом выживших людей. Самая высокая гора мира ошибок не прощает, однако бывают исключения. Австралийский альпинист Линкольн Холл потерял сознание, когда спускался с горы Эверест. Сопровождавшие его шерпы подумали, что мужчина мертв, и оставили тело на высоте 8700 метров. На следующее утро, спустя 12 часов, группа альпинистов обнаружила Холла живым. Они доставили его в лагерь и передали врачам. Спасение, как и транспортировка, оказались крайне сложными. Имя Линкольна Холла навсегда вошло в историю альпинизма, а его выживание назвали чудом на Эвересте. В 1981 году израильский путешественник Йосси Гинзберг вместе с 3 друзьями искал новые племена индейцев в джунглях Амазонки. Мужчины разделились на 2 группы. Йосси с товарищем соорудили плот, чтобы совершить спуск по реке, но попали в водопад. Плот разломило, и Гинзберга унесло далеко по течению. Он остался один на один с природой в незнакомой местности. В карманах была лишь зажигалка и спрей от насекомых, из которых получился своеобразный огнемет для отпугивания диких животных. 19 дней путешественник бродил по джунглям, пока его не нашли. Позже об этом была написана книга. Житель Швеции Петер Скилберг удивил многих ученых, когда провел 2 месяца зимой в машине без еды. В феврале 2012 года автомобиль, занесенный снегом, был обнаружен на лесной дороге в километре от магистрали. На заднем сидении в спальном мешке лежал мужчина. Он был очень истощен и смог сказать всего несколько слов. Все это время Петер ничего не ел. Его питанием был только снег со льдом. Врачи полагают, что мужчина впал в состояние, близкое к анабиозу, подобно тому, как медведи впадают в спячку. В 1982 году американский яхтсмен Стивен Каллахан потерпел крушение на своей яхте в Атлантическом океане. Предположительно, судно получило повреждения после столкновения с китом. Каллахан успел перебраться на надувной плот и прихватить с собой гарпун, опреснитель воды, книгу о выживании в открытом море, а также несколько других вещей. Мужчина ел сырую рыбу, сражался с волнами и акулами. 9 раз мимо проплывали корабли, но его не заметили. Спустя 76 дней плавания обессиленного моряка наконец обнаружили. О своих приключениях он написал книгу, а много позже стал консультантом фильма «Жизнь Пи». В 1994 году пятиборец Мауро Проспери участвовал в марафоне по пескам Сахары. Во время забега началась песчаная буря, и спортсмен заблудился. Когда он понял, что дело плохо, то начал собирать мочу в бутылку, экономить силы и передвигался только в темное время суток. Мауро питался змеями, ящерицами и даже летучими мышами, которых он нашел в заброшенном домике посреди пустыни. В отчаянии он попытался наложить на себя руки, но ничего не получилось. Посчитав, что это знак свыше, измученный Проспери продолжил путь и на 10-й день скитаний вышел к людям. 17-летняя Джулиана Маргарет Кёпке – единственная, кто выжил после авиакатастрофы над тропическим лесом в Перу в 1971 году. Самолет упал с высоты 3 километров, когда в него ударила молния. Девушка получила перелом ключицы, сотрясение мозга, многочисленные порезы и другие травмы, но осталась жива. 9 дней она в одиночку пробиралась сквозь джунгли, имея лишь несколько конфет в кармане. О том, как выживать в экстремальных условиях, ее научил отец. Джулиана почти не спала в лесу из-за насекомых и полученных травм. На 10-й день девушке встретились рыбаки, и пришла долгожданная помощь. То, что пережил Харрисон Окин, не пожелаешь и врагу. В 2013 году мужчина 3 дня просидел в каюте затонувшего корабля на глубине 30 метров. Инцидент произошел у берегов Нигерии. Из 12 членов экипажа выжить удалось только судовому повару. Он оказался в так называемом воздушном кармане. Сильный шторм не позволял провести спасательную операцию раньше. Когда несчастный увидел свет фонарей в воде, то сам вынырнул навстречу водолазам. Спасение было успешным, но Харрисон Окин поклялся больше никогда не выходить в море. Еще хуже пришлось американцу Аарону Ралстону. В 2003 году его руку зажало неподъемным валуном в каньоне штата Юта. Альпинист в течение 5 дней ждал помощи, а когда у него закончилась еда и вода, решился на крайние меры. С помощью тупого перочинного ножа он ампутировал себе зажатую руку. С сильной кровопотерей и травматическим шоком он прошел еще много километров, пока не встретился с туристами. Они вызвали для него спасательный вертолет. О своей истории Аарон написал книгу, по которой сняли фильм «127 часов».
История, произошедшая с уругвайской командой по регби, невероятна и трагична одновременно. В 1972 году спортсмены летели на соревнования в Чили. Из-за ошибки пилота самолет упал в заснеженных горах далеко от цивилизации. Часть людей погибла на месте. Уцелевшие оказались среди обломков, трупов при температуре минус 30 градусов. Питания хватило лишь на несколько дней, после чего люди решили есть тела погибших. Через 2 месяца ожидания спасателей двое смельчаков сами отправились за помощью. В итоге из 45 человек, летевших в самолете, выжило 16. Они провели в горах 72 дня. Случившееся назвали чудом в Андах. Один из самых удивительных случаев произошел с уроженцем Сальвадора Хосе Альваренгой. В 2012 году он вместе с помощником отправился в море на однодневную рыбалку у берегов Мексики. Мужчины попали в шторм на 7-метровом судне и оказались в открытом море. Они ели рыб и птиц, пили свою мочу и кровь черепах. Через 4 месяца молодой напарник умер от истощения. Хосе пришлось выживать в одиночку. В это трудно поверить, но он пересек Тихий океан и спустя 13 месяцев причалил к Маршалловым островам, обретя спасение. Длина пути превысила 10 тысяч километров. Врачи диагностировали у рыбака сильное обезвоживание и частичную потерю памяти.